Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень быстрый и необыкновенно вкусный абрикосовый пирог с меренгой. Готовится он очень просто, здесь главное знать принцип. Получается всегда, все покажу и расскажу в этом видео. Итак, сначала я подготовлю абрикосы. Я здесь использую абрикосы уже достаточно спелые, но не переспевшие, то есть они очень хорошо еще держат форму. Я их разрезаю на половинки, и каждую половинку я буду разрезать сейчас на 6 фрагментов. Мельче уже их резать нельзя. Вы можете крупнее их нарезать. Это все на ваше усмотрение, потому что при такой длительности выпекания абрикосы пропекутся уже 100% у нас. И очень важно, чтобы они не превратились в кашу при выпекании, поэтому режем не на совсем мелкие фрагменты. Здесь у меня 500 грамм абрикосов. Вообще для формы 26 сантиметров в диаметре, чтобы был красивый рисунок, достаточно в принципе и 300 грамм. То есть я их буду использовать не все. Сейчас 6 яиц среднего размера я разделяю на желтки и белки. Пирог у меня будет достаточно большой, 26 сантиметров в диаметре, поэтому я беру 6 яиц. Белки я отставляю в сторону, и к 6 желткам я добавляю одно целое яйцо. И отставляю пока что в сторону. Я все это напишу в описании, чтобы вам не запутаться в ингредиентах. 150 грамм размягченного сливочного масла. Добавляю в него пакетик ванильного сахара. 8 грамм. Щепотку соли. Взбиваю сейчас примерно минуту, чтобы масло просто расшевелилось. И добавляю туда также 150 грамм сахара к маслу. И взбиваю сейчас масло с сахаром примерно минуты 3. Сахар должен практически раствориться уже в масле, то есть объединиться масло с сахаром должно очень хорошо на данном этапе. Ввожу сейчас всю яичную смесь, то есть желтки и одно яйцо. Ввожу яичную смесь в 2 этапа, и каждый этап я прорабатываю миксером примерно по полминуты. Этого будет достаточно. Вот такая пышная смесь у нас в итоге получилась. Добавляю туда сейчас 75 мл молока комнатной температуры и просто все перемешиваю. Ничего уже дальше я не взбиваю. Просто перемешиваю до однородности. Жидкая смесь у меня готова. Я просеиваю сейчас туда 240 грамм муки. Муку для таких пирогов берем всегда с низким содержанием белка. Так же, как и для бисквитов. То есть, если мы берем обычно сильную муку для дрожжевого теста, здесь наоборот берем обычную совершенно муку. И 8 грамм разрыхлителя добавляю туда в тесто. Тоже обязательно разрыхлитель просеиваю. Все это просто перемешиваю миксером. Ничего уже дальше я не взбиваю. Перемешала до однородности, лопаткой прохожусь по боковинкам миски и по донышку, чтобы ничего у нас не осталось, так как тесто у нас в принципе идет на желтках. Форму я здесь разъемную с дном беру, застелила ее внизу пергаментом, промазала всю буквально 3 граммами сливочного масла, посыпала все это мукой, лишнюю муку удалила. Сделаю так называемую французскую рубашку. 2/3 светлого теста я выкладываю в форму. Разравниваю либо скребком для теста, либо ножом можно разровнять, но разровнять желательно. Форма у меня здесь для выпечки, как я уже сказала, 26 сантиметров в диаметре. Духовка у меня уже заранее разогрета на 180 градусов Цельсия. Вот это важно очень сделать. В оставшуюся 1/3 теста я добавляю сейчас 1 столовую ложку с горкой какао-порошка и 15 мл молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. И сейчас перекладываю для удобства это тесто в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерского мешка, вы можете брать вместо него пакет для заморозки продуктов и также прекрасно им пользоваться. Вы можете просто ложкой распределить это тесто, но так будет гораздо удобнее. Из кондитерского мешка будет тогда все равномерно распределяться. Таким образом, я выложила все темное шоколадное тесто на белое тесто. Это делается гораздо быстрее, чем ложкой даже распределять. И выкладываю здесь вот так вот кусочками абрикосы, чтобы немножко было расстояние между каждым кусочком абрикоса. У меня уйдет примерно 300 грамм уже нарезанных абрикосов, чтобы вам сориентироваться уже. Выпекать я сейчас буду вот эту основу 30 минут при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. То есть мы до конца не допекаем этот пирог как бы. И, конечно, и время, и температура выпекания полностью зависит от особенностей каждой индивидуальной духовки. Поэтому ориентируйтесь по своей уже духовке, по своему опыту. В моей духовке это полчаса при 180 градусах. И когда останется у меня 10 минут уже до
готовности вот первой части пирога я уже начинаю взбивать меренгу. Итак, я сейчас использую вот эти 6 белков, которые у нас оставались от желтков. Добавляю туда щепотку соли обязательно, 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю сейчас примерно минуту до состояния пены. Также ввожу туда 180 грамм сахара. Повзбивала все это минуту. И добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала. И вместе с крахмалом я взбиваю еще примерно 5 минут. Меренга должна быть действительно очень плотной. Она должна очень хорошо держать пики. Меренга будет у нас превосходно пропекаться, она не будет растекаться, она будет очень хорошо держать форму. И потом будет очень хорошо держать форму уже на готовом пироге. И обратите внимание, что для подобного рода выпечки, где присутствует такой большой слой меренги, всегда очень важно брать максимально свежие яйца, чтобы меренга хорошо взбилась, хорошо держала форму. Итак, прошло у меня полчаса. Я достала пирог из духовки, и еще на очень-очень горячий пирог я сразу же выкладываю быстро очень всю меренгу. Распределяю просто силиконовой лопаткой и буду сейчас допекать этот пирог еще 20 минут. При температуре 190 градусов Цельсия, также на режиме вверх-вниз без конвекции. Я здесь намеренно снимаю без конвекции, потому что очень многие спрашивают, у кого нет функции конвекции в духовке, спрашивают, как вот выпекать именно без конвекции. Вообще я люблю такие пироги печь, конечно же, с конвекцией. Если у вас есть конвекция, лучше выпекать при 170 градусах Цельсия, также 20 минут, но уже на режиме конвекции, также на среднем уровне. Делаю ложкой вот такие вот капельки и убираю выпекаться. Готовность меренги также проверяют деревянной шпажкой. Она у вас должна, в принципе, выходить сухая и чистая. То есть меренга не должна тянуться у вас за шпажкой. И по этому признаку вы сразу поймете ее готовность. У меня прошло 20 минут. Выпекала я без конвекции здесь. Специально, чтобы показать, как это будет без конвекции выглядеть. Пирог весь пропекся прекрасно. Меренга идеально держит форму. Она слегка после остывания осела. Я сняла уже кольцо кондитерское после того, как пирог уже остыл до комнатной температуры. Нарезается он превосходно. Он тает во рту буквально. Пирог необыкновенно вкусный. Кислинка от абрикосов, сладкая меренга. Очень вкусное само по себе тесто, влажное получается, вот это вот ванильно-шоколадное. Очень советую готовить. И готовится он действительно очень-очень просто. Получается всегда, посмотрите, какая шапочка у нас большая из меренги, как она прекрасно держит форму. Она никуда не растекается, вот если делать по этому рецепту, пирог будет необыкновенно вкусным. И, конечно, вместо абрикосов вы можете использовать любые кислые ягоды и фрукты. Вы можете также и с вишней его делать, и с малиной, и с черной смородиной. Можно делать с ревенем этот пирог. Все, как вам нравится. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.